Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 14 февраля 2022 года. Обязательно уделим внимание народному календарю, поговорим о народных приметах, также поговорим о том, что нельзя делать в этот день, что можно делать. Также обязательно, почему именно сегодня, 14 февраля, нельзя выносить мусор и заниматься спортом. Далее более подробно обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, 14 февраля, и все мы, православные верующие, отмечаем День памяти мученика Трифона. Он родом из Фрикии. В наше время это территория Турции. Будучи еще маленьким мальчиком, до 16 лет он занимался выпасом гусей и размышлениями о Боге. Трифон имел большой дар, который позволял ему с помощью молитвы предотвратить голод и отстоять посевы. Наши предки всегда в этот день, 14 февраля, молились о здоровье любимого человека и о хорошем браке. А еще к Трифону начали обращаться с молитвами о помощи в работе, но это уже с 20 века. Сегодняшний день во многих странах отмечают как День Святого Валентина или День всех влюбленных. И вы знаете, этот праздник отмечался еще во времена древних языческих культур и в целом уже более 16 веков, а посвящен этот праздник самому прекрасному чувству на земле – любви. Официальным символом этого дня считаются голуби и красное сердце. А если говорить немного про цифры в этот день, то вы сможете узнать о том, что более 50 миллионов роз продаются сегодня по всему миру. И более 53% женщин бросают своих мужчин, если те придут без подарка. А около 15% женщин сами покупают себе букет. Статистика еще говорит нам о том, что 85% женщин покупают в этот день валентинки, но женщины покупают и тратят на подарки в 2 раза меньше, чем мужчины. Самыми популярными подарками в этот день являются конфеты и шоколад. В каждой отмечающей этот праздник стране существуют свои правила празднования Дня Святого Валентина, но неизменным является традиция валентинок. Принято обмениваться ими и написать внутри самые теплые или страстные пожелания своей второй половинки. Если ночью в небе будут видны звезды, то это говорило о том, что весна придет не скоро. А если вы увидите, что звезды падают с неба, это к теплой весне. А если в этот день, 14 февраля, пошел снег, то к дождливой весне. 14 февраля погода будет радовать, будет тепло и солнечно, то в ближайший месяц он будет таким, и потихонечку, не спеша, придет весна к нам. А если вечером наблюдается туман 14 февраля, это к ясной погоде на следующий день. Нежелательно в такой день выбрасывать мусор из квартиры. И объясняется это тем, что можно выбросить свое счастье из квартиры. А зачем вам такие проблемы и казусы? Поэтому воздержитесь от прогулки к мусорнику. Лучше хорошенько проветрите сегодня квартиру, оставив на часик открытые форточки. Освежающий воздух напомнит вам о приближении весны, и после вы сможете наполнить квартиру хорошей энергетикой. Также обращаем ваше внимание, что 14 февраля в этот день нельзя злиться или обижаться на человека. Поэтому спланируйте праздник заранее так, как вам хотелось его бы провести. И верьте, у вас обязательно все получится. В этот день любовь будет окружать вас так же, как и весь год. Примите приглашение от любимого человека или помогите ему устроить незабываемый вечер, полный любви и романтики. Если вокруг вас есть человек, который пытается добиться вашего расположения уже долгое время, дайте ему шанс сегодня. Возможно, уже завтра вы будете чувствовать, что это ваш человек. Больше внимания уделите себе, особенно если вам хочется добавить во внешний образ изюминку.
Выберите себе потрясающий наряд. Единственным требованием, пожалуй, будет то, что не нужно скрывать свою сексуальность, покажите ее обязательно. Важно! Маленькое черное платьице – это будет универсальный вариант, куда бы вы не были приглашены в этот день. Если вы считаете себя свободным человеком, то обязательно оглянитесь вокруг. Возможно, ваша любовь ходит с вами рядом. Будьте менее строги в этот день и позвольте сделать шаг к вам навстречу. Сегодня сделайте праздник себе и своей второй половинке, проведя этот день в полном взаимопонимании. Вспомните о романтике, о лучших моментах в вашей совместной жизни. Вместе подготовьте праздничный ужин. Найдите красивый наряд, сделайте макияж, включите прекрасную музыку и просто наслаждайтесь своим любимым человеком. Больше в этот день говорите о любви друг к другу. Сегодня отбросьте, пожалуйста, все свои отрицательные эмоции и действуйте хладнокровно. Сейчас период ваших успехов, но без лишнего упорства вам его не достигнуть. Приложите все свои силы, и очень скоро вы будете собой гордиться. Если 14 февраля так получилось, что вы забыли ключи от квартиры, а также любимую помаду, телефон или сумку даже, да-да, такие бывают девушки у нас, не переживайте. В такой день этот случай преподнесет вам по итогу хороший знак от вашей второй половинки. Может даже стоит что-то целенаправленно забыть. Задумайтесь над этим. К долгой и счастливой взаимной жизни будет сегодня жест бракосочетания. Молодые пары, которые признаются друг другу в любви, в этот день смогут пронести ее сквозь долгие года. Возможно, кто-то скажет, что это очень банально 14 февраля провести день в ЗАГСе, но, пожалуйста, никого не слушайте, если только вы у друг друга, и никакие мысли других людей вас не должны волновать. Наоборот, в целом мире так много людей, которые могут произнести эту фразу, а фраза эта золотая. Она несет очень сильную энергетику, и звучит она следующим образом. «Я тебя люблю». Поэтому обязательно скажите эту фразу. Не обязательно только любимому человеку. Позвоните своей маме, сестре, брату и скажите «я тебя люблю». Признайтесь в своих чувствах, в своих эмоциях, как сестра, как брат, как дочка или как сын. Вы должны понимать, что слово «люблю» и «любовь» имеет очень сильные вибрации, которые могут не просто менять вашу жизнь, а даже менять ваше состояние. А вы знаете, что если вы разобьете зеркало в этот день, 14 февраля, то это будет достаточно хорошей народной приметой. Вы сможете привлечь к себе долгую семейную жизнь и искреннюю любовь. Главное, не заиграйтесь и не разнесите пол квартиры, разбив на счастье все зеркала. Счастье, конечно, будет, но потом нужно будет оплатить новые зеркала. Если вдруг в день всех влюбленных вы споткнулись, это не к хорошему знаку. Может быть даже расставание или неразделимая любовь. А чтобы избежать такого наказания, топните 3 раза ногой в том месте, где вы споткнулись. А если вы опоздали в этот день куда-то, то в дальнейшем вы можете долго, к сожалению, искать свою вторую половину. Плюньте через левое плечо, чтобы избежать плохую народную примету. А сила этого поверья не сможет подействовать на вас. Вот, друзья, такой у нас с вами день по народному календарю 14 февраля. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 14 февраля 2022 года. По лунному календарю, друзья, у нас с вами 14 и 15 лунный день. Растущая луна в знаке зодиака Лев. Вы знаете, сегодня один из самых сильных и мощных дней этого лунного месяца. Он признан один из самых счастливых. Это время наиболее активных и решительных действий. С началом этого дня мы с вами вступаем в период, когда можно начинать очень серьезное предприятие. Поэтому не пропустите этот день, он исключительно удачен для старта любого важного дела. Все начатое в эти сутки с блеском удается. Следующего такого шанса придется ждать аж целый месяц.
Энергетически этот день очень силен, и только от вас будет зависеть правильное распределение энергии этого дня. В любом случае он потребует от вас активности и, конечно же, инициативы. Если сможете найти в себе силу и даже дерзость для решения каких-то вопросов, ну, конечно же, в рамках разумного, вы сможете реализовать свой внутренний потенциал, который так долго ждал своего пробуждения. Не бойтесь начинать новые дела, которые могут казаться бесперспективными, а также не забывайте заканчивать старые дела, которые ждут от вас своего логического завершения. Если вы потратите энергию этого дня на повседневные мелочи и рутинную работу, никакого результата вы не дождетесь. Мало того, в конце дня будете чувствовать себя совершенно разбитым, но ничего не добившимся человеком. Только грандиозные проекты и самые масштабные мероприятия должны быть сегодня в вашей жизни. В этом случае в конце дня вы почувствуете подъем сил и радость активного и результативного дня. День весьма богат информацией, причем не только явной, которая лежит на поверхности, но и скрытой, подсознательной. Вы должны уметь уяснить для себя и ту, и другую. Будьте предельно внимательны к каждому слову, сказанному даже невзначай. Все будет иметь значение в будущем. И уж тем более не избегайте никаких народных примет и знаков, которые нужно уметь применять ко всем происходящим событиям в вашей жизни. Сегодня любой источник информации становится жизненно важным, так что не лишним будет углубиться в чтение содержательных книг. Вы знаете, сегодняшний день, 14 февраля, призывает нас к деятельности, к тому, чтобы мы не сбавляли темпов движения, не останавливались на достигнутом, держались выбранного пути, были твердо уверены в грядущем успехе. Избегайте сегодня провести этот день в безделье, потому что энергетические ресурсы не бездонны, и их застой крайне неблагоприятен. В конце дня устройте сегодня вечеринку, она пройдет бурно и весело. С уважением отнеситесь к любой информации, даже случайно услышанная фраза или прочитанная строчка в газете, которая неожиданно привлекла внимание, могут быть для вас очень полезными. Что касательно стрижки в этот день, то если вы хотите улучшить не только моральное состояние, но и материальное, то визит к мастеру сегодня обязателен. И вы знаете, для того, чтобы притянуть удачу в этот день, достаточно просто коснуться ножницами волос, а еще хорошо, если вы сделаете стрижку. До похода в салон красоты подготовьтесь, полистайте, пожалуйста, журналы или поищите на страницах интернета актуальные прически на этот сезон. То, что вы для себя подберете, окажется чем-то новым и подходящим. А вот подруги захотят такую же прическу, но, увы, она идеально смотрится только на вас. Более того, сегодня не наносите на волосы ничего лишнего, ни масок, ни масел. Ламинирование, завивка или химия вас также сегодня не обрадует. Окраска и тонировка волос натуральными красителями поспособствуют успеху в делах. Сделайте прическу на прямой пробор, чтобы привлечь свежую энергию. Проведите этот день активно, реализовывая все задуманное. Также обращаем ваше внимание, что сегодня грусть, тоска, плохое настроение обязательно гоните прочь, не задумываясь, и занимайтесь делом. Нельзя сегодня перегружать зрение, чрезмерно пользоваться духами и прочими ароматами. Друзья, вот такой у нас с вами день, 14 февраля по лунному календарю. Ну а мы всем желаем прекрасного понедельника и чудесной плодотворной недели. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы услышимся с вами уже в следующем видео.